Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня будет СМР-контент, потому что я устал и, возможно, я буду не такой эмоциональный, как обычно. И плюс у меня сегодня закончился мой отпуск, поэтому я буду уже работать, буду работягой, буду на завод ходить, все такое. В общем, буду работать с 8 до 8. Вот как-то так. Так что пресс F в комментариях пишем. А еще у меня нос чухается. Не дай бог чихать буду. Не хочу чихать. В общем, из легендарок, что я здесь увидел, это есть темпларка. И я хочу попробовать реализовать темпларку. Либо же просто синергию эльфов и посмотреть, насколько это будет эффективно в текущем мете. Хотя на самом деле я в эльфов максимально не верю, потому что я и на стриме сколько раз показывал, как работает уклонение в этой игре с божьей помощью. Ну, вы поняли. Посмотрим, что бог рандома будет давать, от того оттолкнемся и, соответственно, будем на этом играть. Правильно? Правильно. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. Беру кольцо со старта плюс 20 маны. Пригодится всегда. Вот. Что еще? Ну, в принципе, больше и нечего. Возможно, я поиграю через синергию кунг-фу и мою любимую Марси. Возможно. Но это не факт. На самом деле здесь и реликвии неплохие есть. Если я буду изначально играть через эльфов, то в принципе, если на 10 раунде мне упадет рейд ночных зверей, то можно этот рейд ночных зверей и реализовать. Красиво реализовать, получить кучу денег, кучу всего. 2 инчи у меня уже есть. И кого лишиться? Ну я, короче, Мирану продам. ЦМ-ка мне пригодится, эльфийская волшебница мне пригодится. Рок войны мне... Ну, в принципе, если Фурион в 2 звезды довольно-таки рано придет, то Рок войны мне пригодится. Так, пока ни у кого двоек нету, но я думаю, это вопрос лишь времени. В скором времени появятся у них, соответственно, двоечки. У меня этих двоечек не будет. У меня ничья в 2 звезды будет. Ну, так, знаете, скажем так, ответочка моим противникам, что у меня будет инча в 2 звезды. Резак. Блин, ну, пока что, ну, 50 на 50. Креста Божьего Посланника я не хочу, потому что он может какую-то дичь принести. А этот предмет, в принципе, пригодится. Рок войны пока что скипать не буду. Не стоит. И я все-таки Агра поставлю. Все-таки поставлю Агра, потому что если он закастует свою способность в Резака, то Резак 2 раза покрутится. 2 раза покрутится, это, соответственно, много как бы чистого урона. И он, кстати, вот на Резака сейчас накинул. Сейчас будет много чистого урона. Жалко, конечно, все не кучно стоят из-за того, что у него убийцы. Ну, в принципе, и ладно, я... А, не, нормально сейчас. Нормально. Сейчас 2 раза прокручу его. Ой, хорошо. Кайф. Пока что по кайфу. Блин, ну... Ладно, Цемка, прости меня, пожалуйста. Цемочка моя любимая, прости. Я не хотел тебя сейчас продавать, но это вынужденная мера, поверь мне. Вынужденная мера, это 100%. Ставлю 2 резаков. В Клокверка я не особо верю, а вот в 2 резаков я верю, потому что, во-первых, массовый урон, плюс чистый урон. Ну, прям по кайфу. Там 2 двойки уже нарисовалось. Пока все идет более-менее тишь да гладь. Смотрим дальше. Смотрим. Я просто знаю это затишье перед бурей, понимаете? Когда это затишье проходит, там начинается такая буря, что ну его в баню. Кстати, я все-таки принял верное решение, что поставил 2 резаков. Как вы видели, один резак просто испепелил половину толпы. Сейчас резак номер 2 еще испепелит 2. Чик. Хорошо. Ай, красота. Хочу Тинкера. А можно? Всегда мои желания будут исполняться, когда я буду говорить, а? Давай так. Смотри, я хочу Луну в 2 звезды, хочу Резака в 2 звезды, хочу Клокверка в 2 звезды и Тинкера в 2 звезды. Ну и, соответственно, губозакаточную машину, куда же без этого. Губозакаточная машина, это то, что надо. Это то, что в сердечке, понимаете? Никто не запрещает как бы мечтать. Поэтому губозакаточная машина в сердечке в этой игре. Мало ли того, что ты молишься богу рандома, так еще и губозакаточную машину готовишь. Потому что ты мечтаешь о том, что какую ты сейчас сборку сделаешь, как будет красиво, как ты сейчас будешь наваливать, разваливать. Ух! Но бог рандома в 99% случаев
вносит свои коррективы. Ладно, все, отвлеклись как-то мы, отвлеклись. Продавать мне нечего. Куриончик сюда. На самом деле, я бы этот урок войны уже давным-давно бы скипнул лучше. Но раз уже столько раундов прошло, можно и потерпеть. Угу. 2 панды. Инсектоиды. Ну, вы понимаете, что сегодня в этой игре будет, да? Сегодня будет потная катка, потому что хочу на эльфов сыграть. Но, если честно, обыденность надоела, но скоро эта обыденность закончится. В скором времени будет уже патч. В патче много чего поменяет, и, соответственно, когда выйдет патч, я 100% сделаю на него обзор. Возможно, немного будет с задержкой, потому что мне нужно будет самому протестировать все. Тут убийца Горн мне с каждой тычки сейчас стан будет, да? Есть. Ну, кто бы сомневался, дорогой ты мой сладкий, кто бы сомневался, что ты мне 1 000 000 станов пропишешь в Тинкера. На самом деле, Тинкер неудачно прыгнул. Его прям там в углу зажали и пинали как могли. Он аж забыл, как его зовут. Блин, ну там есть волшебница морская. Как? Как ты это сделал? Как ты это сделал? У меня рубрика все по 2, а ты просто берешь вот так вот спокойно несколько фигур уже в 2 звезды собрал. Несмотря на то, что они у меня с первого раунда почти стоят. Ну, Клокверк точно стоит у меня с первого раунда. 2 штуки. Потом пришло 2 резака. У меня есть вопросы. Я хочу получить на них ответ. Может, вместо игра поставить резака? Хотя такое себе решение. Дядя, ты не охренел? Ну, по-моему, он охренел. Ладно, инчу продам, короче. Не, ну вы видели это? Оп, еще 2 инчи. Чисто инвестиция в лучшее будущее. Я ее продал, она такая приходит второй раз и говорит: так, подожди, мы не договорили с тобой. Мы с тобой не договорили. Как вы так пандами вытаскиваете этих панд? Алло. Блин, но в следующем патче будет гарантия на то, что панда 100% должна через энное количество раундов перенести панду, и мы, соответственно, посмотрим, как это работает. Я это обязательно проверю, естественно. Но я надеюсь, что этот глобальный патч очень много чего привнесет, потому что текущий патч — это прям боль. Это прям боль, потому что сборка одна и та же, билды одни и те же. Есть 3 играющих сборки, все, на всех остальных ты должен так вот... Как это культурно сказать? Извернуться, чтобы на этом сыграть. Оп, усиление. Баф людей я не хочу пока что. Не хочу. Баф людей мне пока что не нужен. Пока что. Пока что посидим так, покайфуем. Легионку возьму. Короче, пусть будет легионка. Может, реально сейчас ранний баф людей придет. Если бы ЦМ-ку не продавал, то точно мог бы ранний баф людей получить. Хотя мне сейчас от этого раннего бафа людей, в принципе, не холодно, не жарко. Хотя, если пойду в уровень... Короче, у меня 1 000 000 сомнений на текущий момент. 1 000 000. 1 000 001. Ай, красота. Ай, красота. Давай. Что по реликвиям? Возьму рейд ночных зверей. Немного из инкама выйду, продам цветку, продам легионку. Я только легионку продал, и мне тут же баф людей приходит. Серьезно? Вот это я понимаю подгончик. Но этот подгончик мне особо и не нужен. Так, перчатку скипаем. Святой Грааль на самом деле мог бы взять, но Святой Грааль на текущей стадии игры, как по мне, ну уже слабоват будет. В начальных первых раундах он еще может быть жестким, а вот сейчас не очень. Ну, тут парень с 2-звездочным резаком, не знаю, я вряд ли его смогу испепелить. Шапку получил еще. Давай, пили! Не смогу. Был бы у меня Тинкер в 2 звезды, я бы смог его испепелить. А так, к сожалению, Тинкера в 2 звезды у меня нет. Ничего нет, того нет. Тяу. Оп, яичко. Оп, тренд. Так, мне нужен Рубик.
Если до 15 раунда мне не пьет Рубик, мне придется немного выйти из инкама, паролиться и, возможно, даже использовать яйцо, чтобы усилить свой стол под эльфами, и я смог спокойно использовать реликвию рейд ночных зверей. Вот такая вот у меня стратегия. Но я все-таки надеюсь, что до 15 раунда мне какое-то усиление придет. Поставлю сейчас Трента. Может он подхилить неплохо. 2 агра это, конечно, вкусно, но... Такое. Хотя Трент 2 звезды было бы неплохо. Если бы, конечно, он пришел. Но пока что его нет, поэтому помечтаем. Оп, порежем. Оп, еще порежем. Ну и на этом мы закончим. Так, что у нас дальше? Давай, показывай. Не, ну это неплохо. Тут ладно, тут неплохо. Тут очень даже неплохо. Хотя на такой стадии игры Луна в 2 звезды, ну, сомнительно. Сомнительно, но окей. Лучше, чем ничего, правильно? А то я всегда многого хочу. 2 нефритовых генерала. Что у тебя тут в гнезде Маморы? Интересно. Магическая панда. Хочешь ее в 3 звезды попробовать собрать? Ну, в принципе, если он соберет ее в 3 звезды, тут разор. Так, а у тебя тут что? А тут жрецы намечаются, кстати. Кстати, я, по-моему, выиграл. Сюда, винстрик. Вот это вот подгончик. Прям перед 15 раундом. Отлично. Шикарный подгон, считаю. О, еще Тинкер 2 звезды. Вот это балдеж. Вот это отличная прикормка. Так, в Тинкера предметы закидываю. На следующем раунде мне надо будет паролиться. Мне нужно найти будет Рубика, либо же найти Гримтача и одного демона. И поставить себе эльфов. Без эльфов я вряд ли смогу заточить 15 раунд, если активирую рейд ночных зверей. Очень вряд ли. 2 неф... О, нет, нет, а у меня все в ряд стоят. Нет, жить, молю, пощади. Пощади. Режьте, режьте. Ой, хорошо, какие молодцы вы у меня. Можете, когда хотите. Красавцы. Вот сейчас у меня стол довольно-таки сильный. Хотелось бы посильнее, но имеем то, что имеем. Так, ДК мне не нужен. А ты иди сюда. Обалдеть. Так, Леон есть, отлично. Тренд есть, хорошо. Еще один тренд. Так, это продать, это убрать, это поставить. Так, активировать. Рубик. Не успею. Поминки. Или поминки. Чё? Чё? А как так? Прикол. Я каким-то образом затащил мобов. Серьезно? Так, спасибо за усиление. Это сюда, это убираем. Так, делаем. Боже, много предметов накидало. Так всего много накидало. Я клокерка не поставил. Ну, сори, я спешу. Ну, слишком много всего было, я поспешил, понервничал. Ну, короче. Я думаю, вы мне простите такую погрешность. Хотя, на самом деле, эта погрешность может стоить мне винстрика. А, у меня винстрика нет. Фу,
Мне показалось, что у меня винстрик 5. Ну, Марси, конечно, идет бомбически. Вообще отлично идет. Так, все, расстановочку меняем, расстановочку ставим. Так, это сюда, это сюда. Так. Кто-то Лича уже нашел. Кто ты такой? А. Нормально он Лича так нашел. Вообще, ну, претензий не имею к нему. Красавчик. Сильный. На 8 уровне. Да, вообще. Как два пальца об асфальт. На 8 уровне находить легендарки. Причем таких нужных. Я когда-то там пытался записать контент через Лича. У меня это как-то не выходило особо. От слова совсем. Ох, как же я обожаю нашу любимую игру Авточес. Серьезно. Меня только что выкинуло, и я пролетел сколько? 3 раунда получается, да? Спасибо. Спасибо, игра. Моя любимая скиллозависимая игра. Возможно, там были те фигуры, которые мне необходимы. Например, Марси, которая мне приходила эти несколько раундов. Мразь. Как еще эту игру назвать? Тупо выкинула, и я не мог зайти в нее. Не мог зайти в сам раунд. То есть я в игру зашел, а загрузка не идет. И все. Там уже тролль 5 найден. Нормально там люди скилл показывают. Так, ну что мы делаем? Погнали ролиться. Погнали ролиться. Сейчас мы только эльфов поставим. Так, что надо убрать? Вот это надо убрать. Во. Так, и еще одного эльфа надо бы поставить. Марси поставлю, она будет поплотнее. Это делаем, это так делаем. У меня же до сих пор рейд ночных зверей работает. Вы прикиньте, если бы на 20-м раунде не успел бы, ну, не смог бы поставить себе синергию эльфов. Из-за того, что я вылетел из игры. А? Прикиньте, что было бы. Я бы столько в лицо получил. Но на самом деле, я удивлен, что мне никто не сбил винстрик. Сколько денег получил. Ой, какой кайф. Какой кайф. Так, я возьму рыбалку. Да. Обезьяну тоже возьму. Я хочу поставить себе синергию кунг-фу. Заблокирую охотников, потому что в убийцах есть мортретка. Я хочу мортретку себе брать. В принципе, сборка 6 эльфов, 4 кунг-фу, еще рабочая. Вот и посмотрим, насколько она будет рабочей. Сейчас поставлю даже вот так синергию кунг-фу. Вопрос. Нужен ли мне фурион? Так, у меня один волшебник. Сюда. Вот так. Все, отлично. А я-то сижу и думаю, почему у меня не 6 эльфов? Вроде бы все грамотно стоит, а почему не 6 эльфов? Так, поехали. Ой, как идет Марси. Боже, мне так Марси давно не шла. Так, тренд отлично. Дизраптор хорошо, раскрыл. Только дизраптор мне не нужен. Так, это убираем, это убираем. Так, смотрите. Вопрос остается открытым. Нужен ли мне тренд? Да я думаю, не особо мне этот тренд нужен. Ой, тренд. Фурион. Смотрю на Фуриона. Говорю за тренда, прикиньте. Гений. Непризнанный гений. Давай, Марси, навали, навали. Ой, молодчага. Ой, какая ты умничка. Давай, бей, 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 бей. Я не удивлюсь, если он Лича себе найдет. У него там уже посох 3-го тира есть. Еще и 5 драконов, 6 магов. Сильно. Так, ладно. Отказываемся от Фуриона. И, скорее всего, придется отказаться от Луны. И еще более, что я вам скажу, это то, что нам придется отказаться по итогу от эльфов. Там маг собирается. У меня будет немножко эльфов только стоять, по сути. Все, Марси на этом закончилась. Так, это убийцы собираются. Ну, по идее, 6 эльфов против убийц норм. Понял, спасибо за медальон. Я явно хотел не медальон.
Уверяю вас. Марси, ну пожалуйста, давай рано приди ко мне, солнышко, заюшка ты моя. Ну пораньше. Чуточку пораньше. Антимаг, хорошо. Пивная панда. Ладно, короче, от Луны я откажусь. У меня все равно мартретка есть, правильно? И, кстати, о птичках я немного все-таки морских поставлю. Я магов немного добоюсь. Квапа. Блин, ну квапа мне не нужна, если так объективно посудить. Ладно. Сейчас посмотрим, что мне упадет на 25-м раунде. У меня, в принципе, есть магический плащ-пальто, который меня от магов немного защитит. А так как я играю через Кири Марси, то, в принципе, этот плащ вместо шара бездны будет нормально. Что я хочу на третьем тире? На третьем тире я хочу себе либо дезолятор, либо же двойные клыки, либо же реально придется находить шар бездны. Ну, посмотрим. Я, на самом деле, не особо хочу шар бездны. Так, мне надо 2 Марси, пожалуйста. 2 Марси. Дай мне 2 Марси. Я больше у тебя не прошу. Просто 2 Марси, да. Я, кстати, мартретку продам. На эльфов не получится сыграть на эльфах. На эльфах у меня не получится сыграть, потому что там слишком много магического прокаста. Плюс, вдруг чего, мне надо будет поставить синергию духов. Против убийц неплохо будет работать. Я в эльфов не верю против убийц, от слова совсем. Да и, я уже не раз показывал о том, что синергия эльфов, ну, какая-то кривая, максимально кривая. Работает очень тупо. На стриме это не раз показывал. На стриме я не раз это доказал. То, что синергия эльфов это мусорная синергия. Она работает только на старте. А потом надо перестраиваться. Ну, 9 эльфов тоже не очень на самом деле. Хотя 9 эльфов дают лишнюю иллюзию, на которую могут переключить свою тычку. Но это не помогает. Антимага возьму. У меня у антимага обалденнейшая внешка. Так, а что мы можем? Ну, в принципе, и нечего нам делать тут. Я хотел поставить, на самом деле, 6 эльфов, потом понял, что я всех эльфов распродал. У меня не получится никак поставить. Пока все неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу. По-любому будет какой-то подвох. В этой игре без этого невозможно. По-любому. Как говорится, верим в лучшее, но готовимся к худшему. И вот к худшему в этой игре надо готовиться в 99% случаев. 2 Марси. Молю. Молю, 2 Марси. Драконий рог. И топорчик. Точнее, дезолятор. Ну, духов, наверное, надо уже собирать потихоньку. Взял драконий рог, потому что мне элементарно могут не давать прокаст свой использовать. Поэтому взял драконий рог для моментальной активации навыка. И все. Марси, пожалуйста. Пожалуйста. Еще одну. Ой, хорошо, спасибо. Хоть не все деньги мира потратил на это. Ну все, с Марси 3 звезды можем идти дальше. 50 монет плюс. Ставим обезьяну на автопокупку. Панду ставим на автопокупку тоже, потому что если панду соберу в 3 звезды, это тоже будет неплохо. Там уже Зевса нашли. На самом деле можно предметы переработать. У меня куча лишних предметов. Медальон. Вот так вот можно сделать. Ну-ка. Щит 5 тира. Берем. Синергия кунг-фу, щит 5 тира. Это чуть ли не самый лучший предмет. Зевс, Лич. С хорошими предметами, кстати, там Лич. Ему не хватает только магической призмы и все. С магической призмой там будет 5-я точка, блять, нечего делать. Ну хорошо-то магу идет. Очень хорошо идет. Прям не передать словами, насколько ему хорошо идет. Но благо у меня пока что есть щит 5 тира и плащ-пальто на 50% макс сопротивления. Плюс 4 морских сверху. Ну, как мы видим, урона пока ему не хватает. Но когда он настакает себе посох, ему урона будет хватать, будь здоров. Клевер. Сюда берем. Кто вдруг не знает, почему я взял клевер, то как для серого предмета это один из самых лучших предметов. Почему? Потому что, смотрите,
Клевер усиливает синергию кунг-фу, а точнее усиливает частоту срабатывания синергии кунг-фу. Как работает синергия кунг-фу? Чем выше у вас урон с руки, чем меньше хп у противника, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. Это вдруг кто не знал, как это работает, поэтому, скажем так, раскрываю вам тайны, как это работает. И клевер, все вот эти вот загадочные шансы, которые разработчики не раскрывают нам, повышает. Поэтому клевер, как для серого предмета, это один из самых лучших предметов. Поэтому, если есть возможность, клевер нужно оставить. Ну и, в принципе, если вы вот такой вот почти упакованный, как я, то нужно оставлять. Что еще нужно вот по предметам, конкретно, когда вы играете на синергии кунг-фу? Есть несколько... Хотя нет, каких несколько? Есть вот топ предметов под синергию кунг-фу. Мьёльнир 5 тира, щит 5 тира, маска 5 тира 50 на 50, но в принципе пойдет, если вы играете через урон с руки, вот как я сейчас играю через Марси. Она, во-первых, у меня будет еще под синергия духов в конечном итоге, потому что там я поставлю себе синергию чернокнижников, и если мне упадет Мьёльнир, то, соответственно, этот Мьёльнир обалденно будет заходить под мою Марси. Меня будут бить, есть вероятность, что сработают молнии. И, соответственно, раз молнии дамажат, то там тоже есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу на эти молнии, которые вылетают, когда меня бьют. И когда я, соответственно, бью. А синергия чернокнижников даст мне отхил. Потому что, если не ошибаюсь, то синергия кунг-фу сейчас не бьет чистым уроном. Я могу ошибаться, если что, в комментариях мне поправьте. Я сейчас хочу, кстати, на это посмотреть. Бьет ли она чистым уроном или бьет она физическим уроном. О, подписчик. Привет пишет. Привет тебе тоже. Если честно, я не понял. Там очень мало было чистого урона. Но, по-моему, бьет чистым уроном. По-моему, если я не ошибаюсь. Короче, в комментариях мне поправьте вдруг чего, как работает синергия кунг-фу в плане по урону. Бьет она чистым или бьет она физическим. Непонятно пока. Щит 5 тира, ой-ой-ой. Кстати, когда вы играете на синергию кунг-фу, то щит 5 тира это ваш злейший враг. Ну и никсы, это тоже ваш злейший враг. Я, кстати, удивлен, что здесь нету инсектоидов. Вообще удивлен. Тут куча магов, есть тролли, есть убийцы. Но инсектоидов даже нет. И ТБ нет. Обалдеть, это завтра снег пойдет. Что это происходит? Это непорядок. Это 100% непорядок. Такого быть не может. Ну это жестко. Не, я удивлен. Я очень удивлен, что в этой игре нету ни инсектоида, ни ТБшки. Богов заблокирую, пока есть возможность. Чтобы мне лишние легендарные фигуры не падали. По поводу того, что щит 5 тира, почему ваш злейший враг. Все на самом деле просто. Когда будет срабатывать синергия кунг-фу, то, соответственно, если сработает ваншот и щит 5 тира отразит этот урон, то все, вы умрете. Даже если у вас будет полное хп. Вот такой вот прикол есть. Синергия кунг-фу. Ну, пока что все выглядит так, как будто я буду драться против убийцы. Но есть еще вот этот вот парень. У него 2 лича, 2 джакира. Короче, там заряжен парень. Это очень жестко. Очень сильный стол у него. В общем, если ему придет сейчас легендарная фигура в 2 звезды, то я буду, скорее всего, с ним драться 1 на 1. И вот тут такой вот вопрос. Что мне делать против него? Морских я поставил, а шарбезны я искать не особо хочу. Слишком много предметов не надо будет рольнуть, чтобы найти шарбезны. О, мастер. Ля, какую плюшку мне принесли. Нефритового генерала, спасибо, но уже не надо. Идем в уровень. Ставлю антимага, чтобы мне было немного попроще играть.
Не знаю, я не хочу шар искать. Типа, если я буду искать шар то я слишком много потеряю. Я думаю, дальше предметы 5-го тира искать. Может, мне там бессмертие упадет. Может, Мьёльнир мне упадет. Вот если Мьёльнир... Если Мьёльнир упадет, будет жестко. Будет хорошо. Ну, БКБ тоже такое. Сомнительное решение искать БКБ. Сейчас, может быть, кто-то вылетит. Я попробую рольнуть предмет 5-го тира. Может, мне упадет бессмертие, либо Мьёльнир. Я хочу, на самом деле, чтобы мне упал Мьёльнир. И, кстати, эльфов мне надо будет уже в скором времени распродать и поставить себе синергию чернокнижников в виде духов. Чтобы у меня был отхил со всех возможных мест. Назовем это культурно. А, не, можно ж культурнее назвать. Со всех возможных источников. Оп, минус маг. Хорошо. Все, мы остались втроем. Но эта битва будет легендарная, судя по всему. Так, можно лишние предметы сейчас убрать. Башер... Ну, короче, башер оставлю. Перчатка. Ну, это все мне не надо. Перчатка сыграется... О, да. Вот это вот то, что доктор прописал. Вот теперь. Сейчас у меня будет синергия кунг-фу разваливать, дай боже. Сейчас будет очень больно. Ну, тут сильные, кстати, предметы у этого лича. Ого. Ого. А вот это проблема. Это огромная проблема. Если щит 5-го тира нормально не будет срабатывать, то эта темпларка меня развалит. Будет очень тяжело играть против этой темпларки с рапирой. Я надеюсь, конечно, я ее выбью. Хорошо его развалил. Что там с темпларочкой? Как же она живет? Но там у этой темпларки просто есть и рапира, и наследие духа огня. Правда, когда наследие срабатывает, то темпларка лишается синергии убийц. Но даже без синергии убийц она будет нормально урона накидывать. Правда, 2 палки в нем. Ну, это такое, знаете. Нормально. Нормально. Как говорится, ребята читают патчноут. Все изменения, и поэтому 2 палки закидывают в темпларку, хотя это никак не влияет. Сейчас хочу подловить темпларку, чтобы на антимага моего села. А, он впритык поставил, понял. 2 раза против мага попался. Но меня это радует. Мага я спокойно выношу. Вроде. Не, спокойно выношу. Ну да. Не, ну тяжко будет против темпларки играть. Против такого лича пока будет легко играть, пока он не найдет себе агоним и не настакает посох. Если он найдет себе агоним и настакает посох, против такого лича будет тяжело играть 1 на 1. Очень. Можешь поставить себе уже синергию духов? Я думаю, Горн против убийц мне не особо поможет. Так, понял, забагалась моя площадка, не могу поставить никого. Нормально, пусть 6 эльфов будет. Может, 6 эльфов мне сейчас поможет. Хочу в это верить, что мне поможет 6 эльфов. Все-таки основной керри у меня Марси. Моя любимая девочка Марси. Я разблокирую богов. Может быть, все-таки поможет Горн. Не попадай. Не попадай, молю. Жить. Давай, давай. Рапирку? Рапирку? А. А, ну.
Как? Как это работает? Вообще непонятно, как это работает. Там чел на магах его тоже выиграл. Правда, картинку. Но рапиру не выбил. Обожаю эту механику тупую. Это самая тупая механика, которая только возможна. Вот, кстати, сейчас надо будет обратить внимание, каким уроном будет сейчас срабатывать синергия кунг-фу. На мобах это отчетливо видно, потому что может сработать как у обезьяны, так и у пивной панды. Не считая Марси. Так, ну-ка. Чистый урон наносится. Жалко, чистый урон не отхиливается никак. Так, Радик брать не буду. Что там? Клинок тени. Вот клинок тени, в принципе, пойдет. Получу какое-то количество уклонения, плюс, соответственно, скорость атаки. Хотя скорость атаки мне особо и не нужна. А чистый урон-то не будет никак хилиться от чернокнижников и тому подобное. Это плохо. Багровый потрошитель. Ой, боже, какие у него предметы упали. Еще и клинок тени. Ребята. А мы в чем-то коричневом. Ситуация жесткая. Эта темпларка сейчас может меня спокойно выносить. Слишком хорошие предметы у темпларки. Скорость атаки есть, отхил есть, урон есть. Криты, соответственно, тоже есть, благодаря убийцам. Ну, маг пока не опасен. Да, пока что маг вообще не опасен. Хотя что-то больно. А что так больно? Кстати, вовремя инвокер пришел. Я за него вообще забыл. А что так больно-то было? Вот это у нас баталия, 37 раундов. Не знаю, закину клинок тени в антимага. Может попроще будет против там темпларки какой-то. То есть выжигать ману может прибежит. О, синергия Горн. Вдвойне неприятно то, что там синергия Горна. Я все-таки, короче, клинок тени закинул в Марсе. Ну, будем надеяться и верить, что темпларка будет возвращать сейчас урон себе. Ага, хрен там. Вот вам, ребята, уклонение. Самая мусорная синергия — это эльфы. Не передать словами. Чел 3 удара дал, 2 из них попал. Это при том, что у меня клинок тени есть. И, кстати, маг выкинул его. А вот это интересно. Клинок тени можно спокойно скипать, он бесполезен для меня. Надо бессмертие найти. Либо криты. И маска хорошо смотрится. Я возьму бессмертие. Я думаю, бессмертие будет как-то короче, будет иметь гарант, что выживу и, может быть, пошотаю кого-то. Но маг что-то какой-то вообще жесткий. И Горн, по сути, мне не нужен. Жалко, 6 морских не могу поставить. Было бы красиво сыграть через 6 морских. Кто вдруг не знает, если поставить 6 морских, и вы будете под синергией кунг-фу, и ваш основной керри будет наносить синергию кунг-фу, урон с синергией кунг-фу, то, соответственно, будет ваншотать. Щит 5-го тира не имба, кстати. Пока проверяю. Не имба. Вообще не имба щит 5-го тира. Так, Медузу берем. Ну да, Тайда нету, точно. Обидно. Ну, мне эльфы, в принципе, не нужны. Я попробую поставить синергию духов. Может, попроще будет. Антимага пока что уберу.
А Дима, конечно, жесткий парень. Чтоб такого еще собрать, чтобы было проще играть. Как больно. Еще и багровой потрошитель прилетает в Марсе. Бей. Марси, давай. Давай. Ой, ой. Не, щит 5-го тира не имба. Не имба. Вообще ни грамма не имба щит 5-го тира. Просто благодаря этому щиту я живу. Что ж можно еще такого реально поставить? Надо попробовать обезьяну в 3 звезды собрать. 6 духов особо нет смысла. Дизраптор. Ну, Дизраптор просто не закастует свою тучку. Антимаг. Блин, наверное, все-таки лучше обезьяну собирать. Соберу обезьяну в 3 звезды, будет намного сильнее, чем антимаг. Все-таки там вечный стан будет прилетать, все такое. Но антимага пока не буду продавать, пусть будет. Пивную панду надо еще собрать в 3 звезды. Все-таки если накинет свое пиво, она будет выжигать, будет приятно. Но у нас такая... Магу уважение, если что. Максимальное уважение магу. Фартануло так фартануло ему. Хорошо ему приходило. Если я не ошибаюсь, то это ранний лич ему пришел еще сверху. Так, обезьяна приходит, хорошо. Сумку пандамена беру, чтобы подешевле мне было. Так, пивная панда сюда. Так, поехали, немножко усилимся. Сейчас последние раунды полностью сролись. Боже, как хорошо антимаг идет. Когда надо, хрен бы пришел. Когда не надо. Саня, хочешь? На, бери. Сколько антимагов тебе надо на сегодня? И клевер этот некуда, если честно, засунуть. Вообще некуда. Нет, 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 ну только не это. Ребята, у нас большие-большие проблемы. Он еще и ДК в 3 звезды собрал. Ой-ой-ой-ой-ой, какие у нас проблемы. Там щит 5-го тира. Все, у меня сейчас будут пасочки. А не, пока. Живем. Давай, давай. Марси. Гаси его. Нет. Только не щит 5-го тира. Жить, 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 жить. Не возвращай. Не имбовый щит 5-го тира. Тупо, вы видели, сколько тычек подряд? Он вернул мне. Давай, обезьяна, ты мне нужен. Еще одну обезьяну. Так, идите гуляйте. Одну обезьяну. Либо яйцо. Пожалуйста. Так, пивная панда, хорошо. Пивная панда в 3 звезды. Пойдет. Ну, я думаю, бусы это не ошибка. Передать. Я просто клевер... О-о-о-о. Жить. Жить. Не. Фу, 4 хп. Вот щит 5-го тира. Я, короче, клевера закинул для того, чтобы повыше вероятность срабатывания было синергии кунг-фу. Может быть, рискну, найду БКБ или нет. Нет БКБ, окей. Башер не буду брать. Спасибо, МКБ. Ну, буду попадать. Хотя бы. Боже, какая игра на тоненького, если честно. Если сработает щит 5-го тира сейчас хорошо, я его выиграю. Если щит 5-го тира сейчас работает плохо, я его не выиграю. У него щит 5-го тира может намного лучше сработать, чем у меня.
Еще багровый потрошитель прилетел мне в лицо. Нет, жить, живи, живи. Бей! Пожалуйста. Нет. Супчик. Ой, ну какая-то была жесткая игра. Это обалденная игра была, серьезно. Ультра эмоциональная. Ну, скажем так, получилось реализовать Марси. Но парень на маге там, конечно, тоже жесткий. Легендарки в 2 звезды нужны. ДК собрал себе в 3 звезды, тоже неплохо. Ну, прям такой заряженный парень. Спору нет, показал скилл. Фух. Что мне еще сказать по поводу этой игры? Реализовал Марси за долгое время. И в этой игре не было ни ТБ, ни инсеков. И как я сказал ранее, щит 5-го тира это самый злейший враг против синергии кунг-фу. Вы все прекрасно, в принципе, видели сами. Не знаю, что я мог бы еще такого сюда добавить, чтобы вот прям гарантированно получить победу. Если была бы возможность поставить 6 морских, я бы лучше поставил 6 морских. Возможно, мне стоило 4 чернокнижника поставить вместо 4 духов. Ну, помогло ли бы это? На 10% больше от хила было бы. Ну, вряд ли. Сомнительно. Фух. Потная котка. Потная катка. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Также, если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. Не забудьте поддержать меня своим лайком. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.